Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Let Him Play. Это один из самых моих пожилых подписчиков, и, наконец-то, мои пожилые подписчики, да, я вас буду так называть, потому что вы те, кто, грубо говоря, с самого начала почти со мной, ну, короче, вот эти вот пожилые подписчики, наконец-то не начали активироваться, и вот эти вот деды начинают скидывать мне свои ролики на комментирование. Наконец-то мы дождались этого. На самом деле я не помню, сколько Let Him Play на меня подписан. Единственное, что я четко помню, это то, что он очень любит играть на инсектоидах. Это прям его любимая синергия. Он король инсектоидов. Я уверен, что после таких фраз он 100% вылезет в комментарии и будет говорить такой: «Саня, не наговори на меня! Не наговори на меня! Не такой я не такой!» Такой. После одного стрима я тебя запомнил. Я запомнил тебя еще. О как. Ага. Король инсектоидов. Короче, хочу напомнить, ребят, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. И, ребят, раз вы уже перешли на мой телеграм-канал, обязательно на него подписались, потому что там я пишу, когда стримы по обновлениям этой игры, также веду свой небольшой личный блог, и самое главное, там есть чат комьюнити. Никакого спама нет, сразу говорю, то есть вас не будет там каждый день присылать и посмотрите, вот такой вот у меня был завтрак, вот такой у меня был обед, и вот такой вот у меня был ужин. Нет, такого там нет, сразу говорю. Там четко по делу, игровой канал, может что-то какое-то интересное событие у меня там в жизни произойдет, ну, короче, думаю, вы поняли. Вот. Подписались на Телеграм, подписались на мой YouTube канал, потому что цель 5000 подписчиков. Прожали сразу лайк под этот ролик и оставили комментарий 3 слов, чтобы ролик продвигался в тренды рекомендаций. Все. У него, кстати, стоит настройка спама вот этих вот фраз. Кто что купил, точнее, кто выиграл мобов, кто не выиграл мобов. Ну, короче, у него такая вот тема. А еще, я так понимаю, он пользуется сторонней какой-то программой. Естественно, ребят, Молот Грома — это имбулька. Имбулька и под Джаггернаут — это тоже прекрасный предмет, потому что, напомню, как работает сейчас А, кстати, передай все предметы сейчас в Мартретку. Там, конечно, ой-ой-ой, там Луна в 2 звезды. Короче, ему надо сейчас предметы передать в Мартретку, потому что Мартретка будет намного жестче дамажить. И я хочу напомнить, что у Джаггернаута теперь скилл работает по иному образу. Чем больше у вас скорости атаки, тем, соответственно, чаще наносится урон с его крутилки. Прикольно, прикольно. Кстати, я хочу напомнить, что в скором времени появится на канале дуо-контент с дискордами и все такое. Мы сделаем такие несколько тестовых роликов дуо-контента. Я думаю, это будет интересно, прикольно. Вот. Мы уже этим занимаемся вопросом. Сейчас мы достигнем ранга король 1. Ну, думаю, да, король 1, либо хотя бы ладья последняя перед королем, которая, и, соответственно, можем будем уже записывать контент дуо. Я думаю, будет прикольно. Ролики будут, соответственно, там короткие, я смогу их нормально выкладывать и в Телеграм, и на YouTube, и, короче, куда угодно смогу эти ролики выкладывать, потому что они будут просто короткие. Вот. Чувак на втором месте, там сразу омега-супер-дупер скилл. Луна 2 звезды, Сларк 2 звезды. Но я бы на его месте, кстати, перекинул бы все шмотки в Мартретку все-таки. Ну, Мартретка, она намного чаще будет, соответственно, бить. И у нее там есть и ХПшка. Да, там мана плюс 50 есть. Но мана плюс 50 мы можем рольнуть, естественно. Ну, короче, я бы перекинул Мартретку, потому что Мартретка мне намного больше нравится. Она как-то поболее дамажит, нежели вот Джаггер. Ну ладно. Хозяин-барин. Хозяин-барин, но я бы все-таки кирил Мартретку. Если бы ДКБ, во рту просли грибы. Не знаю, к чему это сказано, но просто пусть будет. Что-то еще хотел такое сказать важное. Сегодня, если что, дневной ролик немного задержался. На это есть веская причина. Я высыпался, и, если честно, я забыл. Я что-то думал, что я утром проснусь, у меня ролик будет отрендерен, все как надо. То есть, короче, у меня была просто тяжелая смена вчера. Я ни грамма не выспался, я поспал, по-моему, вчера максимум 4 часа где-то. О, 2-звездочный орк-охотник. Лон-друид. Понимаю. Ребята тут сразу показывают скиллуху. Так вот, короче, тяжелая смена была. Ладно, неважно. Просто тяжелая смена была, не выспался. Я думал такое, что вечером перед сном, как я ложился, я поставил ролик на рендеру, на трендере, утром встану, часов 11, посмотрю, а я уже выложил ролик. Ну ничего такого подобного, ребят. У меня ролик был не отрендерен от слова совсем, и мне пришлось его рендерить. А там ролик, извините меня, на 50 минут плюс. И он рендерился довольно-таки долго в 4К формате.
И это прям, ну, как-то, ну, не очень, кстати, халявные роллы. Ему сразу со старта пришли. Ну, как со старта? 7-й раунд всего лишь. Но пришли. Может, поставишь и удалишь половину левого стола. Типа, допустим, тебе, ну, не нужен этот тиник. Я б на твоем месте лучше бы все-таки резачка оставил. Вместо Джаггера. Типа, пусть Джаггер стоит, просто поменяй его вместо резачка и перекинь в предметы в резачка. Потому что, ну, Джаггер это такое себе. Ну... Просто Джаггер наносит магический урон. Тут еще и орк-охотник, который сейчас в табло накидает. И вот эта вот крутилка, она не будет так жестко дамажить, как хотелось бы. А у резака хотя бы чистый урон. Хотя 1300 урона. Не знаю. Я бы резачка оставил. Я как-то в резачка больше верю. Не, конечно, если тебе... Ну вот я тем более сейчас в резачка больше верю. В резачка, пожалуйста, предметы отдай. В резачка... Молодец, молодец. Молодец, только отдай предметы в резачка. В резака отдай предметы, должен тебе... Почему не в резака? Зачем тебе этот СФ? Да, у него чистый урон. Ну... Чил. Не, ну молодые ребята там уже на скиллухе уже один панду достал даже. Вот как оно. Вот как оно. Ну, короче, вот так вот. По поводу дневного ролика. Дневной ролик, кстати, получился обалденный. Кто его не видел, обязательно посмотрите. И, кстати, хочу напомнить, кто вдруг забыл, то у меня 2 ролика в день выходит. Один в 12, один в 6 вечера, естественно. Поэтому не пропускайте качественный контент. Не успеет, походу, да, 3 ракетки запихнуть, особенно когда такие миссы. Ай-яй-яй! Живи, живи, живи! Ракетки! Боже, как мне нравится текущий тинкер. Первые его ракетки наносят по 250 урона. Это прям много, с минимальным КД. Мне очень нравится, как тинкера бафнули. Очень нравится. Еще и халявные роллы ему дали сейчас. Я так понимаю, он хочет бафщиных книжников поставить или что? Что ты хочешь? Какая идея? Угу. Рольнул все-таки. Не понимаю пока что его идеи. Я даже и близко не понимаю. Ну, вот серьезно, даже представить сейчас не могу, что он хочет такое собрать. Вроде бы ему неплохо идут мехи. Ну как неплохо? У него только 2 тинкера и резак 2 звезды. Резак 2 звезды это, конечно, мощно. Это такая кастрюля, которая будет резать и резать. Но вот я не могу понять, зачем отдать Мейлшторм СФу. Почему не в резака? Он же намного плотнее, намного чаще тычки будет свои давать. Типа намного надежнее. Два раза подряд корни вылетели, но это нормально. Сейчас еще и... Этера! Сюрикеном добил, прикиньте. Добей, 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 добей! Хорош! Но, по-моему, не сможет его вынести. Давай. Клокверк, верю в тебя. 1 на 1. Баталия, чисто. На мужика деретесь. А вот был бы Мейлшторм в резачке. Потому что вот посмотрим мы сейчас логи на SF, там 700 урона и 90% там чистого урона. Так вот. Ты понял, да? Кстати, можешь все равно уровень сейчас взять. Ну, ты мог взять уровень и поставить себе бафчик на книжников, 20% от хила тебе лишними будет. В резачка, пожалуйста. Да почему в него? Чем он заслужил такую вот щедрость? И ты можешь взять уровень. О. И тогда ты мог взять уровень. Ты же за мобов получишь 4 монетки. Поставил бы себе, ну, оставил бы SF, оставил бы Вич Доктора, получил бы 20% от хила. Четыре морских там чувак собрал. Понимаю, 2 Марси у молодого. Инсектоиды мои любимые там собираются на маку. Точнее, мои любимые летимплея. Летимплей, тут твои любимые инсектоиды против тебя будут бодаться. Ну что ж, посмотрим, как ты расскажешь, что почем. О как, мастерская бума.
Манки Кинг. Но он поднерфленный в текущем патче, поэтому такое. Поэтому такое. Интересно, что он будет делать. Тут же есть Мамора. И либо же он берет мастерскую Бума, либо же он пойдет попробует найти Мамору. Не знаю, я бы сейчас с Манки Кинга, ну, не керил бы особо. Типа, ну он слабый. Я-то думал, он предмет, ну, точнее, мастерскую Бума возьмет. А он, короче, решил по-жесткому сыграть. Он решил через Манки Кинга в 3 звезды сыграть. Понимаю. Все равно не понимаю, почему ты предметы отдаешь в Вещь Доктора, если он намного слабее, чем, мать его, Резак. Типа, Резак же намного лучше будет. Ладно, на этот вопрос я получу ответ в комментариях, естественно. Так, тут чел Мамору Луну закинул. Нормально, нормально. Мне такое нравится. Два чувака играют через Кири Луну. Закинули ее в Мамору. Я про Разора не ставил. Не знаю, Разора мне не нравится. Типа, Разора... Ну, как-то Разора слишком нерфанули, если честно. Ну, типа, там не такие уж и большие цифры нерфа, но они очень ощутимые. Там, кстати, кто-то Марси в 2 звезды собрал. И это уже плохо. Что-то есть подозрение, что Let Him Play будет играть через имбу. И я думаю, инсектоида поставить сверху. Но там инсектоид уже огромный на мака. Вы посмотрите, там у него Скорпион 2 звезды. Ну, там жесткий чел. Ой, еще и Марси 2 звезды. Ну, боже, Марси 2 звезды это просто, ну, это булочка. Булочка с корицей, которая просто будет наваливать в табло, будь здоров. Бери панду. Да, хорош. Доставь панду вместо Разора. Ну, ладно, можно так. Сейчас, короче, Манки Кинг в 3 звезды. Синергию инсектоидов. И все, да? И кайфули. Один человек играет через Мамору. Но у чувака вот это Номсад. У него жесткий стол. У него Марси в 2 звезды. Поставит он сюда панду. У него будет серия кунг-фу 1-го уровня. Поставит, ну, 4-го уровня кунг-фу. Он будет всем табло ломать. Без шансов. Без шанса на помилование. Режим Жигуля. Фу. Просто 900 урона у Разора. Какая же это, ну, слабая помойка, если честно. Ну, я не знаю, его как-то жестко не рафанули. Неоправданно, вот так вот можно это назвать. Может, я слишком предвзят к этому Разору. Дума поставь лучше вместо Разора. Да, прекрасно. Мамора уже в 2 звезды, хорошо. Палка тоже отлично. Передай все эти предметы в Дума. Вот Дум у тебя будет бить чистым уроном. И Мейлшторм. Вот, вот, просто. Просто think about. Это миндальная связь. Так, челик с винстриком. С очень... Ну, куда ты кидаешь свой Дум? Куда? Почему в Скорпиона? Почему не в Тинкера? Это трындец, товарищи. 57 хп. Еще Дум. Можешь уровень взять. Ставь, только расстановку поменяй. Либо же поставь лучше троллей. Плюс скорость атаки будет. Хотя, наверное, лучше все-таки ракетки. 250 магического урона, 3 ракетки это много. 4 из 9 Манки Кинг. Шел этим плей не привык, что с мобов еще бабки сыпятся. Кстати, по-моему, этот ролик он мне скинул тогда, когда Манки Кинга уже жестко нерфанули.
Когда ему сделали скорость атаки 1,2, когда ему сделали, что его палка теперь только на одну клетку в радиусом, и, соответственно, ближнего боя он стал. Я просто на его месте бы взял волшебников. Time to upgrade. Time to upgrade. Не, ну сейчас у него сильный стол. Расстановка, конечно, у него интересная. О, Луна в 3 звезды, здорово. Просто чел на 7 уровне спокойно нашел себе Луну в 3 звезды. Нормально. Там и антимаг уже есть у молодого. У органика там фул кунг-фу и 4 зверя. Вот этот органити будет жесткий. Сейчас ваншоты, чекайте. У него очень много урона. Минус 5. Ну, пока что он снес его. Мать насекомая. Ну все, Letting Play. Ну вот, смотри, что тебе дают. А! Ну ладно. Лучше, может, сейчас не ролить, потому что скоро 20-й раунд, и на 20-м раунде ты можешь получить мастерскую буму, и от мастерской бумы уже сыграть. Кстати, о птичках. Смотри, кого ты нашел. Не, ну ты ж уже играешь через Манки Кинга. Давай уже по жесткому, по хардкору. Там у чувака уже 2 хитреца на NPC. Это люто. Ну, кстати, он ошибку сделал. Этот NPC, он себе поставил почему-то не пивную панду, он себе почему-то поставил магическую панду. Почему, непонятно, ну да ладно. Ну да ладно. Просто баф хитрецов это имбулька. Кстати, найс баф гоблинов упал на панду пивную. Ставлю 10 из 10. А 2 дума, я так понимаю, кинулась в трента. Ясненько. Спасибо, Тренд. Точнее, Дум. Да реально, походу, 2 дума закинулась в трента. Но у него 49 хп, почти 8 уровень. И сказать, что у него хорошая ситуация... Нет. Да куда ты пивную панду продал? Ну ты ж будешь через МК, ну зачем? Просто бы поменял местами, оставил бы пивную панду себе. Ты ж по-любому будешь через синергию кунг-фу играть. К гадалке не ходи, 100% так и будет. Нефритовый генерал там. Ну Мака там 100% уже играет на инсектоидах. Убийца. Интересненько. Полуорки убийцы. Четыре морских, 4 полуорка. Интересно. Правда, бесполезно. 9 хп, 7 хп. 7 из 9. Только не скажи, что ты раннего Манки Кинга сейчас получишь. Но это будет неинтересно. Угу. Он хочет сделать себе 6 троллей под Манки Кинга. А чернокнижников баф ты не хочешь поставить себе? Ну, как бы 20% от хила это не шутки, это много. СФчика покупаешь, ставишь его и кайфуешь от жизни. 20% от хила получаешь, это много. Тут бог-орк. Какой-то слабый бог-орк там. Не роль сейчас же. Ну, 20-й раунд был. Ну, почти мастерская бума. Ой. Сейчас, короче, будет 20 раунд, ему падает мастерская бума.
О, Леончик. Не, ну он просто потратил, короче, возможности тратить свои. Хусик, отлично. У него 6 троллей почти. Или 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да, через волшебников у него будет 6 троллей. 8 из 9 Мамора. 21 раунд, Манки Кинг в 3 звезды. Ясненько. Хочешь маску второго тира? Ну, в принципе, да, но... Зачем ты рынул сейчас? Ну, короче, посмотрим. Если сейчас ему мастерская бума не упала, то, в принципе, окей, ладно, нормально. Но если ему все-таки мастерская бума сейчас упадет, у меня есть плохие новости к тебе. Ну и также ты можешь на предмет второго тира как бы не сильно надеяться. Ты можешь просто поставить себе 6 троллей и немного бафа чернокнижников по итогу. Вот сейчас, если у тебя Манки Кинг 3 звезды, то это 100% так и делать можно. Манки Кинг в 3 звезды на 21 раунде. Добрый вечер. Все, распродавай своих вот этих вот мехов. Не, оставь дум... Ну ладно, хозяин, барин, импрессочка там уже собралась. Посмотри, что у тебя там за предмет. И сейчас посмотрим, как это будет персонаж наваливать. Да, хпшку, ну ты все... Все в свою... Да, вот. Посмотри, что за предметы у тебя там. А, вот и мастерская бума, то, о чем я говорил. Вот так вот. Вот так вот. Короче, у него сейчас выбор. Точнее, не выбор, а он должен так сделать. Ему нужно брать уровень. Не ролься. Бери уровень. Бери уровень и поставь себе баф чернокнижников. 20% от хила получишь. Дальше ты можешь предмет 4 тира найти себе перчатку, либо же 5 тира. Потом поставить синергию кунг-фу сверху. И просто наваливать движа. Так, вот, кстати, инсектоид. Здорово. Подожди. Нет, тут же палка в одну цель должна сейчас лететь. Ну, по сути, в одну клетку. Или это не тот? Или это еще старый патч? Ну, это не имбовый Манки Кингу, который вечно в стане держит всех. Ни разу не имба. Уровень берем. Берем уровень. Надо уровень. Да. Баф чернокнижника поставишь себе. Отлично. Пока у тебя нет никакого отхила, ты можешь проставить себе просто баф чернокнижников. 5 тира предмет. Перчатка! Бери перчатку, не пожалеешь. Хорош. Все. Им торбецкий. Все, теперь он ставит себе баф чернокнижников. И дальше предметы 5 тира ищет. И все. Все. Да, в одну клетку вот теперь. Просто такая анимация, такое ощущение, что по всем клеткам летит. Но... Как-то изи. Не, перчатка 4 тира это лютый предмет, боже, это такой предмет. Это предмет всем предметам. Все, теперь надо найти чернокнижников. Просто одного чернокнижника найди. Омник и чернокнижник. Чернокнижник. Я тебя задушу, чернокнижника просто... А, я аж губу прикусил. О, чернокнижника поставь. Ай-яй-яй, больно. Честно, я в шоке, что ты творишь. И в шоке, как тебе яйца идут. Почему ты чернокнижников не поставишь? Но 20% от килла. Неужели так жестко не веришь в них? Блин, так жестко прикусил губу. Но он играет, по сути, на имбе. Притом против него такие странные противники по максимуму. Мака вроде хочет сыграть на инсектоидах, но по итогу он инсектоидов не собирает. Но ему лютая имба пришла. Его тут никто не остановит сейчас. Какие-то там... Ну вот, единственный чел, который вот жесткий. Ух ты. Он импресску хочет в 3 звезды собрать, так у него не получится. Он не успеет, он сдохнет быстрее. На своих инсектоидах.
Ну, короче, по сути, его никто не остановит. Еще ему так яйца насыпало. Ты шо, пасхальный магнат? Птицы фермы держишь или как? Инча 3 звезды собралась. Так, вот зверь. Ой-ой-ой. Не, без отхила очень тяжело будет ему играть. Его только что могли ваншотнуть. Было бы больно. Было бы очень больно. Зачем тебе реликвия яиц, когда тебе вот так вот просто идут яйца? Зачем она тебе? Я не понимаю. Да, это жестко. Для него опасен вот этот 6 зверей опасен. Но там, походу, чел играет через хитреца. Он тут всех рвет. Ну, тут никто ему сейчас не ставит, ну, не будет опасность, кроме вот зверя. Если там ваншоты прилетят, то все это ГГ. Но если ваншоты не прилетают, то это ГГ. Нам сот там еще и удалил с доски. Да ля, какой ЧСВшный. 6 эльфов, 4 рыцаря. Но тебе это не поможет, дорогой. Поверь, не поможет. Тебе что-то сильнее надо. Сейчас он просто на своем Манки Кинге поставит тебе... Кстати, там чел инсектоидов дособрал уже. То есть он Мамору там продал, поставил себе уже импресску, поставил себе цвет, походу. Вот. Давай чернокнижников поставишь уже наконец-то. Вместо Омника. Какой-никакой это будет подхил. Я понимаю, что у тебя сейчас Манки Кинг лютая имба, и тебе отхил не нужен от слова совсем. Хотя, на самом деле, если он маску 5-го тира найдет, то вообще забейте. Он просто потом поставит себе 4 кунг-фу, и все. И все. Финита ля комедия. Не, стан на 3-м уровне 2 секунды, это слишком жестко на этого героя. Надо стан делать 1 секунду, но 3 секунды это слишком много для его палки. И просто поднять анимацию палки, и все, это будет нормально. Все, хрень, давай. Ну, не, в двойные клыки можно будет взять против инсектоида. Но там инсектоид такой слабый, что ты его вынесешь. Поэтому нет смысла тебе, по сути, от этого всего. Хотя... Не, ну можно двойные клыки взять против инсектоида, реально. Только тебе нужен хоть какой-то отхил. 4 яйца у молодого. Ну, кстати, тоже хороший предмет. Предмет 5-го тира, 5-го тира. Да-да-да-да. Маска 5-го тира. Давай, маска. А вот тут трудный выбор. Но взял Мьёльнир. Правильно сделал, потому что Мьёльнир, во-первых, когда его будут бить, будет, соответственно, тоже активироваться. Это, соответственно, чистый урон. Это, соответственно, плюс скорость атаки, все такое. Но ему все-таки надо отхил поставить. У него нет отхила. Из-за того, что нет отхила, ему будет очень трудно в жизни. Не понимаю, почему ты этого сам не понимаешь, что тебе нужен отхил. Ну, мака там жесткий уже. Так, ну тут все. Тык-тык-тык-тык. Пошел, 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 пошел. На! Боже, как много урона под этой перчаткой. Давай, чинок, вот, кунг-фу бери. Кунг-фу тебе тоже пригодится. По жизни. Если ты, конечно, захочешь играть через синергию кунг-фу. Просто на самом деле и Омник ему пригодится, потому что Омник будет скидывать все дебафы, которые на него будут накладываться в моменте. Это такое. Он его спокойно порвет, но ему нужен отхил. Без отхила он может его не порвать. А еще он по нему может не попадать. Вот еще минус такой. Ну, тут обезоружения никакого нету, ничего нету. А с его скоростью атаки, я думаю, он спокойно будет попадать по этому эльфу. Тут вообще странные ребятки. Вот кроме Мака, который играет на МБ, на самой суперсложной синергии, все остальные какие-то странные. Вот Намсот то очень странный. 6 эльфов, 4 рыцаря. Зачем? Так, ну тут сейчас минус. Палка минус. Палка минус. На. На. Чернокнижники, ну смотри, да, чернокнижники. Молодец. АСМР контент. Наконец-то ты понял, что тебе нужно какой-нибудь отхил.
Так, ну все, там начал разгоняться инсектоид. Зря не взял двойные клыки. На самом деле плевать. Хотя нет, не плевать, ему надо будет МКБ по-любому тут походу, потому что там у импресски лютые миссы. Но на самом деле, сейчас Манки Кинг начнет своей палочкой орудовать как надо, и он просто возьмет и подковырнет этого инсектоида. Потому что он вечно будет регенерировать ему палку. Ну, сейчас и проверим. Сейчас маг этот придет, ну просто поставь себе немножечко отхила. Ну без отхила, ну тебе ж тяжело будет, понимаешь? Ну в жизни тяжело. Нужно чуть-чуть отхила. Интересно, куда он будет яйца эти юзать? Я думаю, он будет юзать в Омника яйцо одно 100%. Ну вот, вот, отхила нету. Ну отхила нету. Ну видишь, как твое хп улетает. Ну вот посмотри, ты сейчас из-за этого и проиграл. Ты мог отправить инсектоида в небытие. Ладно. 20% отхила. Окей. Вот это хорошо. Вот сейчас реально будет получше. 20% отхила, вот если были в предыдущем раунде, он бы вынес этого инсектоида. Там на самом деле импреска у него не супер сильная, но довольно-таки неприятная. Если там у этой импрески еще найдется рок войны, то это будет вообще торба. Не надо искать ничего из второго тира. Вот тебе не надо из второго тира ничего. Вот из четвертого тира можешь, из пятого тира можешь, но с третьего тира тебе уже ничего не надо. У тебя все есть. Бэм. Бэм. Вечный стан. Несмотря на мясы, ты все равно будешь держать ее сейчас в вечном стане. Ой, какой неимбовый персонаж. Не-не-не. Не, серьезно, надо этому персонажу делать стан не 2 секунды, а 1 секунду. Инвокера купи, получи 5 монет. Не надо, не надо! Фух. Инвокера купи, ладно. Почему кунфу не поставишь? Почему ты не готовишься кунфу поставить? Ты хочешь тупо через Манки Кинга сыграть? Просто через синергию кунфу ты намного увереннее себя чувствовать будешь. Если чел на импреске найдет себе рок войны, тебе будет тяжело против нее играть, но не критично. Поставишь синергию кунфу, ты ему просто оторвешь табло. Во-первых, потому что у тебя весь чистый урон, который ты наносишь, ну, просто он весь чистый урон наносишь. У тебя есть шанс, что сработает синергия кунфу, и у тебя есть Мьёльнир 5-го тира. Соответственно, это означает то, что ты можешь просто пованшотать всех, потому что молнии будут бить чистым уроном. Просто я немножко не могу понять, почему ты этого не делаешь. Шлем Аресса. Хорошая тема. В этой стадии игры это хорошая тема. Он сейчас еще себе Омника найдет. Будет вообще прекрасно. Если, конечно, найдет. Если что, у него сейчас шанс выпадения легендарной фигуры 9% под шлемом Аресса. Инвокера купи. Ясно. Кстати, может Горн поставить в моменте? Не поможет, конечно, против Инсека. Если ему в моменте придет Омник. Ай. Не знаю, короче, что сказать. Короче, если ему в моменте приходит Омник, сколько, 5 раз? Или 4? 4 раза он просто разрывать будет всех и вся. Ну, зачем ты предмет третьего тира искал? В чем прикол? Ну, дебаф один ты с себя скинешь, и все. Как тебе в этой игре идут яйца? Обалдеть!
Это просто какой-то, ну, сверх-сверх. А омник не идет. Копа есть. О. Ему идут те фигуры, которые ему вообще не надо. Спектра не надо. Омник так и не пришел. Шанс, если что, 9% на омника. На секундочку. Боже, сколько у него яиц. 6 яиц. А омник не пришел. Бывает. Бывает. Да тебе нет смысла. Ну, тебе, по сути, нечего оттуда ролить. Ну, можешь найти себе предмет первого тира медальон. Можешь. Или 25 урона вон поставить. Ну, тоже, кстати, пойдет. Одну иллюзию сейчас импресски схаваешь со старта. Тупо, чтобы вы понимали, он реально за 2 раунда, за кучу денег не смог найти себе омника. У него шанс выпадения 9% на легендарную фигуру. Так. Ну, как по мне, намного было бы эффективнее, если бы ты поставил себе 4 кунг-фу. Ну, после того, как, естественно, отхил бы нашел. Просто молнии схавали всех. Ну, просто молнии схавали. Все, отлично. Минус мака. Пока-пока! Красота. Вот это я понимаю. Вот это вот 10 из 10. Палка, если что, ничего не дала по скорости атаки только что. Вообще ни грамма. У этой луны такие себе предметы, если честно. Ему надо предмет 5-го тира искать. Отхил. Но ему не хватит. Минерчик пойдет. Рубик, окей. Может, Рубиков 3 звезды соберет, раз умник не идет. Квапа. Кстати, квапу купи, получи монеточку. Хорошо. Хорошо. Можешь вместо умника поставить. Хотя, я бы лучше не ставил вместо умника. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как хорошо Манки Кинг начал бить всех. Красавчик на Манки Кинге. Но, вечный стан. Минус 19. Пойдет. Может, омник? Что-то типа омник. А подожди, а как он это может переиграть? У него есть яйцо. Не! Верни отхил. Ты сдохнешь, если не поставишь отхил. Ну, может быть, не сдохнешь, если все прохнет как надо, но поставь отхил обратно. По-моему, это ГГ. Скипать отхил — это невероятная ошибка. Да. Не, если бы это был не Манки Кинг, имбовый, который на 3 секунды станы дает своей палкой, то он бы откис. Просто из-за того, что Манки Кинг дает палку на 3 секунды стана, на 2 секунды стана, то это бред. Самый такой, ну, сломанный герой. Омник тупо не идет. Такая обида. 9% шанс на легендарную фигуру. Я удивлюсь, если ему сейчас 2 квапы придет, он еще и квапу в 3 звезды соберет. Это будет имбулька. Но у него слабая луна. У этой луны не хватает дамага. Вообще не хватает дамага. Если луна найдет перчатку, дамага будет хватать. Ну, посмотрим. Батлфури, давай. Не, МКБ. МКБ, МКБ. Это тебе предмет не нужен. Все, хрень, скипай, МКБ ищи. Скипай. МКБ найдешь, ему торба будет в 2 раза быстрее.
МКБ, МКБ. МКБ, ну, скипай. Да скипай, ну что ты тут думаешь? О, ну, хороший, кстати, предмет. Отличный предмет. Место дизеля... Да. Не, ну, да, перчатку можно скипнуть. Ты вообще можешь половину предметов скипнуть, типа. Но то, что ты не... Кстати, поставь вместо... А, ну, там все равно этот антимаг есть. Плевать. А чё по Омнику? А Омник сегодня выйдет погулять? Ой-ой-ой. Но с Battle Fury, кстати, сейчас будет неплохо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там столько уклонения. Ему надо Monkey King Bar искать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Уклонения там много, по факту. Ну, как говорится, один башек. И в вечном стане постоишь и отдохнешь. Не, ну это сильно. Ну, типа, Monkey King до сих пор сломанный герой, потому что у него палка дает 2 секунды стана. Это просто бред. Кстати, ладья 4 ранг. Я забыл, какой у него ранг. Я не помню, я, по-моему, вначале не говорил, какой у него ранг. Но Monkey King имба, и все, что можно сделать еще? Имбовый Monkey King. Все. Как бы добавить нечего. Короче. Подведем итог. Катка мне в целом понравилась, но есть множество таких нюансов, которые я не понял. Я о них, соответственно, сказал в ролике. Непонятный выбор предметов и тому подобное. Наказал инсектоида за это 100% лайк. Тут как бы не оговаривается это от слова совсем. Ну, в принципе, что? Хорошая катка, 100% на скиллухе показанная. Ну, Monkey King в 3 звезды на 21 раунде. Вы сами все прекрасно видели. У чувака на Луне там бред предметы, у Летимплея обалденнейшие предметы. Если бы ему еще МКБ упал, предмет 4 тира, вот эта палка обезьян, то все, это ГГ. Да, и у него просто было много скорости атаки и тому подобное, он сам разрабатывал всех. Но вот тоже вопрос такой, почему не поставил сценарию кунг-фу? Это первый момент. Под сценарию кунг-фу ты бы в 2 раза быстрее всех забирал. Но и второй момент, не те предметы ты ролил. Тебе надо было предметы немного другие ролить, и, соответственно, ты бы нашел тогда бы отхил. Ну да, в моменте, когда у тебя не было никакого отхила, то, соответственно, надо было поставить бы сценарию чернокнижников. Но, ребят, Monkey King в 3 звезды на 21 раунде не означает, что у тебя Омник будет 2 звезды на какой-то там, на 36 раунде, когда у тебя еще и шли Мореса. В общем, мне добавить по этой катке нечего. В течение игры я все говорил, и я получу, соответственно, надеюсь, на эти все свои вопросы ответы. Поэтому, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поставить свой лайк. Обязательно поставьте свой лайк, потому что инсек в топ-3 отлетел. А за это 100% нужно ставить лайк и комментарий 3 слов. И кто на меня не подписан, обязательно подписывайся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. А также у меня есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!